О, спасибо. Почему? Есть у нас место. Где у нас тут место? Господа, я сегодня захотел, откровенно говоря, встретиться с вами, исходя из того, что проблемы, которые сегодня стоят перед городской администрацией, носят, я бы сказал, глобальный характер, учитывая то, что времени у нас для подготовки к зиме, к работе всего хозяйства городского, откровенно говоря, остается все меньше и меньше. Ситуация меняется каждый день. Очень важный вопрос для алматинцев, для нас, для городской администрации, да и для вас, видимо, будет то, что мы будем объективно освещать в средствах массовой информации те реформы, которые будут проводиться в городе Алматы, в городской администрации, во всех городских предприятиях, организациях, отраслях, направлениях. Во-первых, я хотел поздравить вас с официально объявленным Днем журналиста. Я думаю, что мы отдельно по этому вопросу еще здесь, в городской администрации, соберемся для того, чтобы поздравить журналистов с профессиональным праздником. Эту встречу я хотел сделать открытой, откровенной, деловой, немножко посвятить вас в дела города Алматы, перспективы задач, которые сегодня перед нами стоят, ответить на ваши вопросы, которые будут возникать, если возникнут, конечно. И немножко обменяться мнениями, если будет такое желание. Нет возражений против такой постановки вопроса? Я с своей стороны, как аким города и администрация, акимиат города Алматы, постараемся вам давать очень оперативную, свежую, объективную информацию по всем направлениям деятельности администрации города Алматы. То, что администрация города Алматы подверглась резкой критике со стороны президента Нурсултана Абишевича, бесспорно, все это имеет место, и скрывать здесь нечего. Отдельные реформы по направлениям отстали в целом от Казахстана. Я считаю, что город Алматы – это город компактный, где, наоборот, любой администрации легче было бы работать, чем на разбросанных просторах любой области, которые сегодня сформировались. Затянулся процесс реорганизации жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня, вы знаете, наверное, вопросы теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения на языке у каждого алматинца. Как, каким образом, что будет сделано? Самое главное, должна быть определенность в наших делах. Когда существует неопределенность, то это вызывает различные кривотолки, недопонимания, домыслы. И чего скрывать, многие люди эти домыслы приводят как уже законно принятое решение, и вокруг этого начинает создаваться определенный настрой и
создаваться определенная атмосфера. Да, сегодня в Алмате создано 515 кооперативов собственников квартир. В четверг мы все кооперативы собственников квартир собираем в одном зале. Будем говорить со всеми по вопросам дальнейшего содержания жилья, установки приборов учета. Я не боюсь повториться, хочу сказать, что задача любой власти, независимо от того, где она расположена, в области, в городе, в районе, создать условия для того, чтобы каждый житель этого региона, этой территории имел сам возможность распоряжаться своим бюджетом и оплачивать или регулировать те или иные услуги, которые оказывают наши городские организации, в зависимости от тех финансовых ресурсов, которыми он располагает. То есть, если в бюджете любой семьи не будет денег на горячую воду, значит, эта семья должна сама зарегулировать так, чтобы можно было расходовать ровно столько, сколько эта семья сможет оплатить. Это проблема любой транзитной экономики. Если посмотреть историю развития европейских государств, то можно привести массу примеров, когда вершились коренные изменения в энергетике, и, конечно же, это больно сказывалось на всех жителях того или иного государства. Достаточно сказать, что в Бельгии момент энергетического кризиса, который происходил в этом государстве, и было принято решение реформировать энергетику полностью, были такие семьи, которые могли оплатить стоимость только одной электрической лампочки, 2 приборов, то есть лампочку и что-то еще могли включить. Слава Богу, в энергетике Казахстана сегодня такого положения нет, но то, что бюджет республики, города, области датировал процентов на 80 оплату за тепло, сейчас взят курс правительством, что каждый человек должен платить за услуги ровно столько, сколько эта услуга стоит. Поэтому в четверг мы выработаем конкретную программу установки приборов учета и постараемся снять все вопросы, которые сегодня возникли с созданием кооперативов собственников квартир. Вопросы промышленности, вопросы экономики города, я думаю, мы и так подробно стараемся осветить, сказать о том, что делается в столице Казахстана. Приведу только несколько цифр. 96 год, город Алма-Ата, объем выпуска промышленной продукции увеличил на 3,3% за 96 год. Первые 5 месяцев этого года, на сегодняшний день 24-е, пока этот показатель где-то колеблется около 1%. То есть на 1% у нас в уровне прошлого года идет увеличение выпуска продукции. Сказать, что все проблемы здесь решены, это было бы неправильно. И необходимо отметить, что у нас есть предприятия, которые сегодня подлежат банкротству. Есть предприятия, которые сегодня работают неполный рабочий день. Есть предприятия, которые сегодня не могут сбыть свою продукцию. По санации получили деньги из банка реабилитации, выпустили продукцию и не могут найти сбыт этой продукции. Это говорит о том, что у нас сегодня руководители предприятий не могут нормально отрабатывать вопросы менеджмента, то есть управление предприятий, определение рынков сбыта продукции. Ну, по старинке, как работали раньше, так и идет. Дайте деньги, выпустим продукцию. На какое-то время пережили, месяц-два, и в дальнейшем вновь все стало на свои места. Это проблема блока промышленности. Господин Милованов сегодня занимается. Думаю, что до конца этого года мы должны решить вопросы по банкротству, по оздоровлению экономики.
Больной вопрос для нас сегодня – это поддержка малого и среднего бизнеса. Вы знаете, что создаются фонды поддержки малого и среднего бизнеса, и мы пытаемся пополнить этот фонд определенными финансовыми ресурсами, но сталкиваемся с определенными трудностями. Во-первых, бюджет у нас очень сложный, напряженный в городе Алма-Аты. Достаточно сказать, что сегодня мы недофинансировали по ряду статей то, что положено было уже профинансировать. Если мы вышли из положения по школам, то есть определенные трудности и по учителям, выплатив отпускные, заработную плату, то мы увязли в долгах за тепло. Almaty Power Consolidated. Вчера только мы на эту тему разговаривали с руководством этой компании. И думаю, что в течение летнего месяца, лета, мы должны свои долги перед этой компанией бюджетных организаций погасить. Бесспорно, требует пристального внимания сегодня культура. Понимая ситуацию, которая сложилась сегодня в целом в государстве, в частности и у нас в городе Алма-Аты, сознавая, что вся культурная жизнь, финансовая жизнь все равно будет проходить в южной столице, в городе Алма-Аты. Поэтому администрация города Алма-Аты берет прямой курс, я бы так сказал, на сотрудничество с работниками культуры, творческой интеллигенции, на создание определенных условий для функционирования всех союзов, которые сегодня имеются в городе Алма-Аты. Довольно-таки непростая политическая обстановка в городе Алма-Аты на сегодня сложилась. Вы знаете, что все политические партии, движения сегодня активизируют свою работу именно в городе Алма-Аты, где работает парламент, где заседает правительство, место резиденции уважаемого президента Нурсултана Абишевича. И каждый оппозиционер считает своим долгом высказать свое отношение. Я не против конструктивной оппозиции, откровенно вам скажу. Но я и не сторонник той оппозиции, которая сегодня, используя политические демарши, переворачивается буквально в течение короткого промежутка времени. Если вспомним 91 год, 92 год, люди, которые были в оппозиции, критиковали нас за коммунистический режим, ну, я имею в виду правительство, что никаких реформ нет, реформы движутся очень медленно, что необходимо принимать кардинальные решения. Сейчас, когда правительство взяло курс на проведение тех экономических преобразований, реформ в стране, значит, оппозиция говорит, что в данной ситуации реформы идут очень быстро и не так, как хотелось бы лидерам оппозиции. Я понимаю, все это политические моменты, которые создают возможность тому или иному лидеру постоянно быть, ну, я бы сказал так, на острие, что ли. Поэтому и здесь нам предстоит, я думаю, что и вместе с вами, я думаю, что это, в принципе, у нас одна задача – объективно представить народу, что сегодня делается в нашем государстве со стороны президента Нурсултана Абишевича, со стороны правительства, парламента, в частности, городской власти города Алма-Аты. И то, как мы преподнесем, мы власть городская, вы средства массовой информации, своя власть, надо прямо, открыто, откровенно сказать, то, естественно, настрой будет соответствующий у народа. Если есть какая-то перспектива, если что-то видится впереди такое, я бы сказал, радужное, что действительно все эти перемены, все эти изменения, происходящие сегодня в экономике, в социальной сфере, направлены никуда, как на дальнейшее улучшение жизни нашего народа, а другого, наверное, ни у одного руководителя государства или правительства сегодня нет, в мыслях даже не говоря о чем другом.
то, естественно, и отношение будет, настрой людей будет именно такой же. Как только появляется безысходность, то каждый человек чисто психологически начинает отрабатывать варианты защиты. Как же защититься от этой безысходности? Что для этого необходимо сделать? И, естественно, начинает искать различные пути, которые иногда могут быть, вероятнее всего, и ошибочными. Бесспорно, нам предстоит вопросы оптимизации затрат бюджетных. Бюджетные расходы должны быть в этой ситуации сведены, учитывая состояние дел, до минимума. И мы должны четко себе представлять, что и социальная сфера, финансируемая из бюджета города, должна находить объекты социальной сферы, должны находить определенного собственника. Бесспорно, государство, городская власть должны создать такие условия, которые должны обеспечить минимум оказания тех услуг, которые государство гарантирует согласно Конституции Республики Казахстан. А все остальное мы должны отрабатывать уже совершенно в ином ключе. Сегодня рыночная экономика прочно входит в жизнь Казахстана и в жизнь Алматы в частности. Эта рыночная экономика породила много негативных моментов, побочных эффектов, которые сегодня в какой-то мере, я бы сказал, дискредитируют и ту политику, которая сегодня проводится в нашем государстве. В частности, город Алма-Ата, как сегодня называют, городом базаров, барахолок и так далее. Каждое государство по-своему проходило именно этап транзитной экономики. Если вспомнить Польшу, вся Польша стояла на улицах и продавала что-то. Если вспомнить Россию, вспомните, все улицы, ну, в частности, я вот сам лично видел, площадь Детского мира была забита людьми, которые держали на себе массу одежды, товаров и продавали. Не минули и мы с вами этой экономики, транзитной экономики. Почему? Потому что народ действительно начинает искать пути выхода из этой ситуации. Промышленные предприятия, я хочу сказать в целом по Казахстану, сырьевая направленность экономики Казахстана в Советском Союзе очень больно ударила по экономике, по бюджету именно Казахстана. Порвавшие все связи с Россией, с Украиной, с другими республиками, остановила поставку всего нашего сырья. Вы помните, какое было состояние, когда все гиганты наши остановились, гордость Казахстана. Ермаковский ферросплавный завод был на грани остановки. Значит, Жезказган Цветмет, наш флагман цветной металлургии в Усть-Каменогорске, свинцово-цинковый комбинат остановился. Для нас это было как-то непредсказуемо и непонятно было, почему же эти гиганты, которые процветали в плановой экономике, вдруг в этой экономике начинали давать сбой и останавливались. Естественно, росла социальная напряженность. Правительство нашло очень мудрый выход из этой ситуации. И сегодня эти предприятия работают, выпускают продукцию. Вы, наверное, все следите за статистическими данными. Жезказган Цветмет вышел на уровень добычи и плавки меди, как это было в Советском Союзе. Рабочие места есть, зарплата платится, бюджет, все налоги выплачиваются, пенсионный фонд все платится, и совершенно другая жизнь в Жезказгане появилась. Для сравнения могу сказать, даже по энергетике, единственная электрическая станция с поперечными связями в Казахстане, Жезказганская ТЭЦ, увеличила выработку электрической энергии за 1996 год. То есть заработали предприятия, потребовалась дополнительная электрическая энергия. Естественно, на станциях приняли меры, и появилась совершенно новая жизнь. Поэтому каждый процент, каждый полпроцента
увеличение выпуска промышленной продукции в Казахстане, в Алма-Ате в частности, дается и руководителям предприятий, и правительству с большим трудом. И все эти завоевания, они дают основание думать, что в ближайшее время, ну, вероятнее всего, 97-98 год, начнется стабилизация работы промышленных предприятий и, естественно, стабилизация экономики Казахстана. Учитывая то, что появится какая-то стабилизация, появится уверенность, и бизнесмены пойдут к нам в Казахстан, в Алма-Ату в частности, и инвесторы пойдут сюда, потому что появляется уверенность, что экономика будет работать, возврат вложенных средств обеспечен, а в экономику только города Алма-Аты нам необходимо в ближайшее время влить не 1 миллиард долларов Соединенных Штатов Америки. Очень животрепещущий вопрос, я считаю, для всех алматинцев будет это вопрос жилищного строительства. Понимаете, с принятием нового кодекса жилищной политики в Казахстане, естественно, возникает вопрос у всех, но если не у всех, то у многих граждан, которые и стояли в очереди на получение жилья, и в принципе были уверены в том, что жилье они получат государственное, то сегодня государство взяло на себя обязательство обеспечить тех, кто не может сам заработать средства для строительства жилья. Задача местной власти, нас в частности, я говорю так, что наряду с элитным строительством жилья необходимо принять такие меры, чтобы мы смогли предложить средним слоям населения строить дешевые, но по комфортности такие же жилые дома индивидуального плана. И считаю, что в этом вопросе администрация города Алма-Аты должна очень четко сработать и в короткий срок объявить свою жилищную политику в городе Алма-Аты. К сожалению, на сегодня в Алма-Аты только 2 компании строят коммерческое жилье. Это фирма «Базис» и бывший трест «Алма-Ата Горстрой». Вот эти 2 компании сегодня продолжают вести строительство жилья. По темпам ввода жилья в Казахстане есть определенные, в Алма-Ате есть определенные улучшения, то есть идет увеличение сдачи жилья в эксплуатацию. Прошлый год и в этом году, я думаю, мы тоже должны добиться ввода жилья больше, чем в прошлом году. Да, тем цифрам, которые мы строили жилья в 80-е годы, в частности, пик приходился, когда мы построили 840 миллионов квадратных метров жилья в Алма-Аты, и мы для себя ставили тогда задачу выйти на 1 миллион, а в дальнейшем на 1,5 миллиона квадратных метров жилья в год. Таких темпов, конечно, теперь не будет, но если сравнить то жилье, которое строилось тогда, и требования к жилью, которые сегодня требуют от нас будущие квартиросъемщики, будущие жители, то они существенно отличаются. В данной ситуации я бы, не стесняясь, прямо сказал, что хочу использовать опыт города Москвы. И в ближайшее время постараемся обговорить эти вопросы с послом Казахстана в России, господином Мансуровым, я уже переговорил. Договоримся встречи с правительством Москвы, поедем туда, обменяемся опытом. Москва, вы знаете, строит до 3 миллионов квадратных метров жилья в год. Но там изначально было все поставлено, я считаю, господином Лужковым, когда он командовал строительным комплексом Москвы. Все было расставлено правильно, и момент тех инфляционных процессов, когда галопирующая инфляция рубля в Советском Союзе и в России в дальнейшем позволила ему все-таки все оборотные средства сохранить, то есть не все, то, по крайней мере, создать условия. А мы у себя здесь не смогли этого сделать, поэтому наши строительные компании
государственные предприятия, такие как домостроительный комбинат, помните, флагман бывший наш по строительству жилья, который вводил 400-460 тысяч квадратных метров жилья в год в Алматы, естественно, не смогли перестроиться, приспособиться к работе вот в такой рыночной экономике. Поэтому программа строительства жилья, еще раз хочу подчеркнуть, в короткий срок будет объявлена для всех алматинцев. И думаю, что все вопросы, связанные с жильем, мы будем стараться решать и привлекать банки соответствующие для обеспечения финансирования строительства жилья. Считаю, что очень сложный вопрос сегодня для алматинцев будет это транспортный комплекс. Хоть по показателям у нас есть небольшой рост, увеличение перевозки пассажиров автомобильным электрическим транспортом по городу Алматы. Ну, проблемы вы сами видите. И даже последняя очень хорошая, жесткая, такая, я бы сказал, критика в адрес городской администрации со стороны КТК, когда после проведенного тендера, значит, водители автобусного парка выиграли тендер у двух частных структур. Эти частные структуры до сих пор продолжают по этому маршруту ездить и перевозить пассажиров. И устраивают определенные трудности для водителей автобусов. Я считаю, что здесь действительно городская власть работала очень плохо. Если тендер выиграли частная контора или государственное предприятие, то на следующий же день должны быть выставлены соответствующие люди, и все автобусы, которые не имеют права на данный момент перевозить пассажиров, должны были быть сняты. Я считаю, что эта критика вполне справедлива в наш адрес, и в короткий срок мы должны все эти тендерные процессы и процессы приведения в соответствие после проведения тендера, объявления победителя по тендеру должны поставить в нормальное цивилизованное русло. И думаю, что в короткий срок мы наведем порядок в этом вопросе. Но хочу сказать, что здесь, конечно же, без коммерческих автобусов, без частных автобусов на этом этапе нам будет очень сложно работать. И если есть ростки зарождения таких компаний, специализирующихся на перевозке пассажиров, значит, для развития конкуренции, для улучшения обслуживания пассажиров на маршрутах, как следствие той конкуренции, значит, мы должны развивать и помогать функционировать на этих маршрутах коммерческим структурам. На сегодня очень больной для нас вопрос возник по части медицинского обслуживания. Это обязательно медицинское страхование, наш фонд медицинского страхования, содержание медицинских учреждений за счет бюджета и за счет фонда медицинского страхования. Бесспорно, на мой взгляд, необходимо в целом нам пересмотреть всю политику. В ближайшее время мы посмотрим, как в этом плане поступить. Правильно нас Нурсултан Абишевич критиковал. В одной и той же больнице один этаж платный, другой этаж государственный. И там порядка нет. Значит, вероятнее всего, нужно будет принять решение, пойти на то, что если две больницы одинакового профиля, одну сделать государственной, как гарант минимальной медицинской помощи для наших жителей, а вторую больницу просто-напросто продать в частные руки, для того, чтобы можно было, во-первых, сократить расходы из бюджета, во-вторых, повысить заработную плату медицинским работникам. Сегодня у нас возникли определенные сложности в этом плане. Поэтому это будет следующий блок вопросов, которые мы должны решить. Сегодня, вот после встречи с вами, мы будем заниматься санитарным состоянием столицы Казахстана. Не скрывая, могу сказать, что вот первые объезды окраин я начал объезжать город с горного гиганта
с Малой Станицы, с Татарки, показывает, что если где-то в центре города мы убираем, создается видимость благополучия, а вот в горном гиганте, что я увидел, я, честно говоря, ужаснулся. Зола, которую жители выносят на улицу, горы золы навалены, и, наверное, как минимум год там никто не убирал. Поэтому актив, проведенный в Медеевском районе, обязали мы всех в течение месяца привести там порядок, вывести все. Сложный вопрос у нас сегодня по санитарному состоянию – это поддержание улиц в надлежащем состоянии, арыков. Гордость Алма-Аты, арыки, журчащие водой. В принципе, сегодня вы видите, и по проспекту Абая головной арык, водичка там есть, и по радиальным арыкам растекается. Но нам предстоит еще большая работа по систематизации, по очистке арыков, по очистке русел речек. Санитарное состояние всех наших базаров, ярмарок и так далее. Я думаю, что сегодня у нас будет принципиальный разговор с работниками санэпидемстанции. Поэтому, надеюсь в этой ситуации на поддержку вашу, на объективную оценку той ситуации, которая сегодня имеет место в южной столице Казахстана. Много нареканий сегодня вызывает работа уличного освещения. Без прикрас могу сказать, что денег в бюджете сегодня хватает для того, чтобы осветить в ночное время максимум на 1,5–2 часа. Это, вы сами понимаете, если в летнее время еще как-то можно выйти из положения, то зимний вариант для нас будет вообще неприемлемым, потому что очень рано будет темнеть. Мы сейчас прорабатываем вопрос, как можно увеличить поступление денег для того, чтобы можно было это уличное освещение все-таки поддерживать в нормальном состоянии. В 1994 году мы с фирмой Philips отрабатывали один проект реконструкции полностью всего освещения города Алма-Аты. Но почему-то с 1994 года по сегодняшний день этот проект пролежал на лавке, на полке. Значит, мы его подняли буквально позавчера, пригласили руководство фирмы Philips. И я думаю, что в ближайшее время мы объявим и о том, что эту схему, этот план, проект реконструкции уличного освещения мы все-таки поведем. Там применяются совершенно другие лампы, другой принцип. Мощность уличного освещения сокращается на 1,72 мегаватта. Ну, 1,72 мегаватта, вы представляете, прилично все-таки цифра. 1 720 000 киловатт. Поэтому и затраты на освещение должны у нас снизиться, плата за освещение тоже должна снизиться. Значит, вот коротко, что я хотел вам сказать по состоянию дел в городе Алма-Аты. Пути, которые мы планируем и намечаем отработать в городской администрации совместно с правительством Республики Казахстан со всеми министерствами и ведомствами. Я думаю, что только при нормальной работе акимиата города Алма-Аты с правительством мы можем добиться каких-то результатов. Я не сторонник критиковать за предыдущий период. Единственное, могу четко сказать, что антимонопольный комитет города Алма-Аты по части тарифов на теплоэнергию в 1996 году сработал очень плохо. Вы помните, что передав на местах акимам право утверждать тариф на тепловую энергию, мы тем самым породили определенную диспропорцию. В чем? Ответственность за теплоснабжение лежала на министерствах и на правительстве,
А тарифы утверждал Аким, и Аким, конечно же, хотел быть хорошим для населения. И говорил, что повышать тариф я не буду, потому что будет возмущение населения. И 95-96 год, зима, вы помните, была очень холодная, мы очень напряженно прошли тот период. И в Теплокоммунэнерго всех городов Казахстана мы отвлекли 14,7 миллиарда тенге. 14,7 миллиарда тенге – это, грубо говоря, 225 миллионов долларов. Где мы их взяли? Мы получили электроэнергию из Российской Федерации, из Узбекистана, Киргизии, Туркмении. Передали эти деньги на теплоэлектроцентрали, продав электрическую энергию, и в виде тепла заморозили в каждом городе. Бюджетный год закончился, все деньги пропали, возврата средств нет, и вот так энергетика Казахстана оказалась заложником перед сопредельными государствами. Естественно, проанализировав положение дел, мы сказали, такое не пойдет положение дел. И с 1996 года, с 30 мая, все объекты теплоснабжения, работающие только на регион, были переданы в коммунальную собственность в ведение акимов. И вот здесь уже четко проследился тот момент способности ведения режима в том или ином регионе. Мы жесточайшей критике подвергли Уральскую область, которую установили 2000 тенге за 1 гигакалорию стоимость для промышленных предприятий и 100 тенге для населения. Это было 1 января 1996 года. Представляете, 2100. Промышленность отказалась от этой тепловой энергии, и энергетики попали в разряд банкротов. Аким области срочно перестроил всю позицию. И на сегодня эти тарифы выровнены: 687 тенге для промышленности и для населения. В городе Алматы сработали по-другому. Это я специально подробно останавливаюсь, потому что реплика была сказана, что правительство повысило тариф. Согласно постановлению правительства, с 1 апреля 1996 года акимяты должны были установить 50% оплаты стоимости тепла населению. С 1 июля 75%, с 1 октября 100%. Город Алматы вышел на 1 декабря 1996 года с оплатой населением 58,7%. Вместо того, чтобы увеличивать плату, значит, в удельном весе плата населения снижалась. И когда Алматы и Park Consolidated сказали, что мы в таких условиях работать не можем, убыточная работа по теплоэнергии в этой ситуации получается. Поэтому правительство приняло решение. И по Алмате очень больно ударило, потому что в 1996 год эти вопросы не решались. В данной ситуации задача власти должна быть такой, что тарифы должны были выравниваться согласно политике правительства, но власть должна была определить ту категорию лиц, которая действительно попала за черту бедности и требовала защиты. Опыт города Семипалатинска, вы помните, показал, что вначале был всплеск, больше 30% обратилось за помощью, в дальнейшем эта цифра упала до 20%, и по силу любому бюджету защитить 20% населения. Опять же приведу город Алмату. 18% от стоимости всего платили население, и 82% должен был бюджет выполнять, оплачивать энергоснабжающим организациям за тепло. 1996 год сработали очень плохо, я бы сказал. 3,5 миллиарда тенге бюджет местный остался должен энергетикам. 3,5 миллиарда тенге – это 52 миллиона долларов. Поэтому в этой ситуации нам придется сейчас в короткий срок буквально, мы себе взяли 3 дня, понедельник, вторник, среда, найти очень такой рациональный режим работы и щадящие тарифы
Всем понятно, что с 723 тенге поднять до 1500 тенге сразу, более чем в 2 раза увеличить для населения, это очень больно бьет по каждому, кто будет платить за тепло, которое будут пускать энергетики. В субботу, в воскресенье, вчера мы работали с Алматы Power Consolidated, с Министерством энергетики и договорились, что сегодня до 12 часов нам дадут конкретное предложение, и завтра мы выйдем в правительство. Лично я хочу пойти к Ежану Бакжановичу, обговорить вопросы и наметить пути, решения злободневной, очень серьезной проблемы, которая сегодня возникла в городе Алматы. Но еще раз хочу подчеркнуть, не по вине правительства. И практика в других областях показала, что там, где все выполнено в соответствии, и нет такой социальной напряженности. Да, возможные коэффициенты будем смотреть, возможно, дифференциацию еще какую-то нужно будет сделать в городе Алматы, хотя по постановлениям Кабинета министров мы четко понимаем, что с 1 июля никакой дифференциации тарифов уже не должно быть. Каждый должен платить за услуги ровно столько, сколько эта услуга стоит. И та практика порочная, когда мы промышленность заставляли заплатить за население, и бюджетные организации заставляли платить за население. Ну, вы сами понимаете, бюджет, все мы налогоплательщики, значит, мы платим в бюджет для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность этого мегаполиса города Алматы, и в то же время бюджет за счет тарифов берет на себя бремя расходов жителей. Я бы согласился, если бы это были малоимущие. А ведь все под одну гребенку шло. Миллионер, который раскатывается на прекрасной машине, точно так же пользовался этими льготами, точно так же бюджет за него платил дотацию. И старушка, которая получает 3000 тенге пенсию. Поэтому мы говорим, что здесь у нас очень сложный клубок вопросов, которые мы должны в короткий срок, до начала, по крайней мере, отопительного сезона, полностью развести и найти удобоприемлемый вариант выхода из создавшейся ситуации. Я четко отдаю себе отчет, что эта ситуация создалась нашей властью, акимиатом, который я сегодня возглавляю, и нам выходить из этой ситуации. Поэтому, уважаемые дамы и господа, я очень надеюсь на конструктивную работу с вами. Прекрасно понимаю, что в этой ситуации вы представляете очень большую силу. Гарантирую вам, что самые свежие, самые конкретные новости, известия, которые будут происходить в городе Алматы, в акимиате города Алматы, мы тут же вам будем официально направлять. Если нужно будет собираться по каким-то вопросам, я готов буду с вами встречаться и давать полную, исчерпывающую, правдивую информацию. Думаю, что в ближайшее время мы решим вопрос с пресс-секретарем. Пресс-секретарь прошлого акима, к сожалению, уволился. Сегодня мы работаем пока без пресс-секретаря. Но думаю, что в ближайшее время этот вопрос мы решим. И тогда вам будет проще. А если необходимость возникнет встречи с руководством города Алматы, пожалуйста, мы всегда к вашим услугам. В любое время, если вдруг какие-то возникнут у вас вопросы. Но я надеюсь... У нас в городе Алматы создан центр выплаты пособий. Господин выявление этих граждан, которые попадают в чувство бедности, и определение форм, способ выполнения этого центра увеличения финансовых ресурсов. Я разберусь и вам дополнительно отвечу. Хорошо. Я слышал, что действительно не берете дешевую энергетику, дешевый газ, дешевую воду. А сегодня, когда мы начинаем смотреть, вот представьте себе, положим, вся энергетика Казахстана, я извиняюсь, что я энергетику в мире клинических станций 460 тысяч километров
энергетики сегодня стоит. Представьте, 800 миллионов, это же и капитальный ремонт, это все вопросы, связанные с поддержанием энергетического бюджета. Тогда только она где-то, наша стоимость основных фондов подтягивается. Мы говорили по КСК. Ну, это ухудшенный вариант бывших направлений и очень принижена роль вопросы КСК. Кооператив собственников квартиры – это же совершенно другая форма, правильно? В городе 9800, и сегодня, когда все квартиры стали частными, еще в свое время, в 1994 году, тоже ставили мы такой вопрос в администрации. Могу сказать, что сегодня мы постараемся решать свои проблемы, которые сегодня стоят в том или ином направлении, или в том или ином регионе, районе города Алматы. Мы выработаем план мероприятий по... Надо его научить, надо показать, надо рассказать. Бухгалтерам должен приняли. Есть ли какое-то понятие бухгалтерских дела? Нет какого-то понятия. То есть это задача власти бесспорно. Раза 3 вернуться к осмотрению каждого кооператива. Есть такие районы, где кооперативы собственные. Стоит от $2000 до $3000 счетчик, так люди уже будут платить ровно столько, сколько они потребляют. Уже не будет таких диспропорций, которые сегодня имели место. Хотя теплосетевые предприятия мне говорят, что они выставляют только за то выработанное тепло, которое они выработали. А у меня есть кое-какие сомнения. Я вчера дал поручение, сегодня мне в 12 часов доложат, и будем работать. По части контроля в акимиате, я думаю, что эти вопросы мы все ужесточим. Меня тоже не все устраивает контроль, даже директивных документов. Начинаю спрашивать на обратном совещании, кто контролирует. На отдельные решения даже правительства, кроме молчания, я ничего не услышал, кто это решение правительства контролирует. Пожалуйста, Алия, вы хотели? Простите. То есть мы купили одну систему, в ГСК другая система связи, поэтому нам предстоит в этой ситуации поработать так, чтобы привести к единому какому-то соответствию. И думаю, что вот эти задачи, которые мы себе ставим до отъезда всех органов в Акмалу, мы должны их решить. Самый главный и больной для меня вопрос – это отыскать деньги. Сегодня, вы знаете, машину можно купить любую. Оснастить ее можно чем угодно. Главный бич для нас сегодня – это угоны автомашин. Конечно, если угоняет Мерседес 300 или 600, то на нем на УАЗике или на Жигулях не угонишься. Если еще объявят через 2-3 часа, что угнана такая-то машина, то в городе Алматы практически ее найти уже будет невозможно. Она будет как минимум за 250-300 километров от Алматы. Поэтому здесь мы тоже хотим, не скрывая вам, хочу сказать, что хотим использовать опыт Москвы той же самой, техническая оснащенность, вертолетное патрулирование, значит, система, специальная система, значит, которая дает возможность узнать, где находится автомашина. Причем, если хозяин включает, положим, двигатель и поехал, датчик молчит, все нормально. Если любой другой начинает химичить, провода там соединять и прочее, только поехал, этот датчик дает сразу о себе знать и с точностью до 10 метров указывает, где находится в данный момент автомашина. В Москве это все уже внедрено. К сожалению, мы отстали. Но я хочу этот опыт привнести в город Алматы и действовать здесь таким же образом. Но преступление против личности, как вы сказали, что имущественные преступления, которые сегодня имеют место в Алматы, действительно сюда будут приезжать и бизнесмены, и инвесторы, богатые люди, то здесь только за счет увеличения численности и нормальной работы, взаимодействия всех служб, всех подразделений нашего управления. Новая структура
управления уже отработано полиции. Значит, мы тоже посмотрели в Акимиате, одобрили. Министерством она утверждена. Так что будем работать и пытаться создать все-таки нормальные условия для жизнедеятельности алматинцев и гостей столицы. Это Талгарский район, Каскеленский район. Поэтому здесь есть поле деятельности для городской администрации. А то, что у нас будет свободные для застройки территории, то мы гласно их будем определять, передавать. Какая форма будет в дальнейшем, я думаю, что мы отработаем и доведем до вас. Если есть факты такие, как вы говорите, что приобретил земельный участок, тут же продает, но, к сожалению, сейчас вы сами понимаете, что ни я, ни любой другой за руку поймать не можем, привлечь к ответственности не можем. Он получает право пользования землей с правом наследия. Он имеет полное право, если сам не может построить, и продать земельный участок. Единственное, проконтролировать, чтобы он полностью заплатил все налоги, это наша задача. Городская налоговая полиция, которая сегодня существует у нас, мы с руководителем встречались вчера, обговорили ряд вопросов. И думаю, что то, что они сегодня делают, за 5 месяцев этого года они 1 132 миллиона тенге в бюджет привлекли. Средств, которые никогда бы в бюджет не попали. Поэтому будем за этим следить, единственное. Ну и, наверное, при выделении участка разработаем такие условия для того, чтобы, если он имеет участок, чтобы больше не получал. Это обязательное условие. По Достару, да, я видел эту заправку. Но она, к сожалению, на территории тоже Алматинской области, не город Алмата, это область. Я спросил, кто строит, говорит, Достар и Атил, да? Значит, а если есть факты, что там есть какие-то блики бензина, мазута и так далее, это дадим поручение проверить, сегодня же проверят. Потому что мы сейчас и с санэпидемстанцией будем встречаться, и экологов пошлем. Если только действительно оттуда поступает в этот рынок, будем принимать меры независимо от того, что на территории области находится.